Всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Готовим со вкусом». Сегодня мы будем готовить постные веганские синнабоны на основе овсяного молока. Булочки получаются настолько пышные, воздушные и необыкновенно вкусные, что вам захочется их приготовить снова и снова. Сам рецепт довольно простой и экономичный и не требует большого количества ингредиентов. Обязательно попробуйте приготовить синнабоны по этому рецепту. И я уверена, вам очень понравится. Итак, начинаем готовить наши булочки. Делаем для булочек опару сначала. Берем дрожжи, 30 грамм дрожжей живых. Можно сухие дрожжи, 10 грамм. Добавляем туда 2 столовых ложки сахара. Где-то полстакана молока теплого. Это растительное молоко, потому что булочки у нас будут постные. И размешиваем. Замешиваем опару. Также добавляем сюда 3 столовых ложки муки. Постепенно насыпаем. Дрожжи и сахар растворились. Опару накрываем и убираем в теплое место на 15-20 минут. Итак, прошло 15 минут, наша опара подошла. Выливаем в мисочку ее. Добавляем сюда соль. Добавляем 80 грамм растительного масла без запаха. Я добавляю подсолнечное растительное масло, светлое, рафинированное. Также добавляем оставшееся растительное молоко, тепленькое. Всего у нас молока получается в тесто мы добавляем 250 миллилитров. И добавляем муки. Муки примерно идет сюда 3-4 чашки. Сейчас будем смотреть по консистенции теста. Добавляем и начинаем размешивать. Также добавляем еще столовую ложку сахара. Вторую чашку муки добавляем, размешиваем. Добавляем третью чашечку муки. Так, 4-ю чашку муки сыпем немножко. Тесто уже у нас достаточно густое, можно его выкладывать на стол. Сыпем предварительно муку, распределяем по столу и выкладываем наше тесто. Замешиваем тесто, посыпаем его время от времени мукой, если оно будет прилипать к рукам или к столу. Все, наше тесто готово. Закрываем его тканью и оставляем так вот на досточке на час. Накрываем полотенечком. Итак, наше тесто подошло, прошел час. Сейчас будем раскатывать прямоугольный корж. Посыпаем немножко мукой и раскатываем прямоугольник. Смазываем наше тесто растительным маслом. Чайную ложку корицы смешиваем с 50 грамм сахара. Лучше коричневого, но можно и белого, тростникового. И посыпаем начинкой нашей корж. Пару сантиметров, как обычно, мы по краям оставляем. Скатываем наше тесто рулетиком. Заворачиваем края и скатываем рулетиком. Тесто у нас получилось мягкое, воздушное, поэтому осторожно так скатываем. Вот такой вот у нас рулетик получился, такой рулетик. И разрезаем его на части. Стараемся, чтобы все части были одинаковые. Длина где-то 5-6 сантиметров каждого. Высота каждой булочки будет 5-6 сантиметров. Смазываем нашу форму маслом. Выкладываем наши булочки. Булочки выкладываем на расстоянии друг от друга, потому что они еще подойдут, когда мы будем их выпекать.
Так как это тесто дрожжевое, у нас будут крупные булочки. Итак, выложили наши булочки. Так они постоят еще минут 10-15, подойдут немного и можно выпекать. Ставим наши булочки в духовку выпекаться на 30-35 минут. Итак, сейчас будем готовить крем для заливки наших синнабонов. Итак, добавляем 2 столовых ложки муки, 4 столовых ложки сахара. Также добавляем десертную ложку цедры натертой лимона. Размешиваем все. И постепенно вливаем 250 мл теплого растительного молока. Это у меня овсяное растительное молоко. И размешиваем нашу смесь. В теплом молочке мука быстро растворяется и комочков нет. Так ставим на огонь, непрерывно помешивая. Итак, наш крем закипает, уже появляются пузырьки. Выключаем. Добавляем для вкуса и для жирности масло растительного происхождения бутербродное. В данном случае это кокосовое масло бутербродное. И размешиваем. И убираем наш крем в прохладное место. Итак, наши булочки готовы. Выпекались они 25 минут при температуре 180 градусов. Они сейчас горячие. Я их переложила в блюдо. И сейчас мы их будем смазывать нашим кремом лимонным. Булочки надо смазывать обязательно, когда они горячие, чтобы они хорошо пропитались кремом. Вот такие булочки у нас синнабоны получились, постные. Аромат очень приятный, запах корицы и лимона. Прям так хочется их сразу попробовать. Сейчас они немного остынут и будем пробовать. Тесто получилось очень сочное и нежное. Булочки получились настолько вкусными, что невозможно оторваться. Обязательно попробуйте этот рецепт. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь рецептом с друзьями. До новых встреч!